Так, у нас лимитные покупки по ADA следующая. Криптовалюта на Binance $1, $2, $2,2, $2,3. Видите, круглые цифры. Вот здесь уже не круглые, 1,4. И вот как раз тоже зажато. Вот убрали, видите, либо убрали, либо купили. Лента сделок, нужно смотреть, что с ним произошло. Ну, вот как раз 351, 1000 купили на HitBTC. Вот, 0, ну, то есть интересно, да, когда мы вот видим большой капитал покупает по 0,4, 0,42. Вот. И потом непонятно, непонятно, продали или не продали, но тем не менее. Интересно дальше наблюдать за общим объемом. Вот, покупают меньше, продают больше. Ну, объем, да. Так, смотрим на графике. Да. Так, следующее у нас так, Binance. Ну, как я и говорил, $1 и $2. Еще как-то не отобразилось. Ладно, Bitstamp. Тут прям очень сильные такие покупки в районе 1,4. Вот вы видите, 58 тысяч, 29 тысяч, 11 тысяч. Кстати, мы здесь и не включили Bitstamp. Так, а почему не отображено? Ладно, давайте тогда смотреть графики. В общем, большие покупки, продажи. Bitfinex. Тоже большие покупки и продажи. Надо, наверное, было минимальный ордер. Не настроено. Так, ну все равно большие ордера тут выделяются. 84 тысячи, 16 тысяч. Как бы я на этих криптовалютах пока не торгую, поэтому ничего я не вводил, какие-то коррективы. Так, давайте дальше едем. Выберем криптовалюту LTK, LTC, как правильно. Так, Bittrex 114, Binance 160. Ну, в основном Binance, вот видите, большие объемы по сравнению с другими криптобиржами. Мы можем подобавлять.
Вот, хит BTC, я не понимаю, откуда столько денег у них. Очень странно. 159 тысяч. 159. 159, видите, практически одинаковые уровни блоков. Запомните, нанесите на свой график вот уровни 159. Вот, и следующие на Binance тоже увидите блоки. Но они меняются, понятно, что удобнее всего, когда есть у вас это приложение. Оно есть внизу под видео, под описанием. Ага, так, это почему-то у нас уже омг. Так, хорошо. Давайте по-быстрому тогда я покажу. И поедем дальше. омг. Битстам в основном я вчера показывал, большие ордера. Очень много их. Bitfinex. Вот, на Binance не совсем такие 700, хотя по объему, вы видите, да, 152 и 796. А ну-ка. Наверное, тут застряли очень. Да, вот оно. На 738. Очень много застряло людей на вот этих уровнях. 12 долларов, 11 долларов. Ну и, следовательно, тоже и стакан такой большой. Потому что Binance тут проводили эксперименты с комиссией. Так, дальше идем. Neo. $29.65. 25 ровные числа на Binance. 29.142 Bitfinex. 30.61. 31.61. 32.52. Тоже на HitBTC очень большой стакан ордеров. Novo. И по объему он больше всех. Bittrex еще вот у нас есть 29 долларов и 39 долларов. Эти ордера могут висеть очень долго, как бы. Или вот эти ордера, да, пока не будет сквиза, да, и они не пособирают свой, скажем так, улов. Так, EOS. Здесь у нас 3.126. Это, кстати, волатильность всего лишь минус 0,2%, можете представить, да, то есть активные покупки. Вот 1900 0,05%. По объему на продажу 3 миллиона, 1 миллион примерно, да, 15 миллионов и 709. 2,5 миллиона. Вот. Не туда посмотрел, это USD. Кстати, BitMEX очень много, как видите, нацелен на EOS, да, покупку EOS, продажу. Здесь оживленная. Так, ETC или Ethereum Classic, да? Сейчас меня будут критиковать, как ты говоришь. BTC, BTC. Так, у нас есть 39.98. Это у нас волатильность 0,7%. Так, и к этому значению, давайте к этому значению 1%. Здесь 6.
видите, разбег 1% и 6. То есть где-то здесь цена, если дойдет, она, конечно же, может остановиться. И понятно, что выставлять ордера нужно на продажу частями где-то в этом районе. И вот когда дойдет, вот как раз появляются какие-то просветы, да, между большими блоками, вот там вот и выставлять. Но опять-таки, это я могу просмотреть вам примерно понимание, потому что желательно, конечно, смотреть постоянно на стакан ордеров. Так, 1.13, это у нас IOTA, 1.01, 1.09, 1.5, это 25 аж процентов, видите. А здесь у нас это 1.9 процентов. Bitfinex, HitBTC. Здесь у нас 0.4, 1.8, лента сделок. Опять HitBTC, наверное, будет. А не, Binance тут в основном. Покупка-продажа. В основном Binance. Так. Дальше у нас идет TerraX. Tron 0.08. Это 6%, да, большая. И 9% блоки. Здесь блок на продажу 0.2%. И следующий такой, ну, можно и этот рассмотреть, два блока. 1% как раз. HitBTC тут 6% до большого. И 1.7. Ну, тут в основном тоже большие блоки, но покупки, продажи уже мы видим, да, HitBTC и Binance в основном. Тут большие покупки, продажи. Да. Так, и что у нас? Stellar. Bitstamp. Лента сделок сразу откроем. Bitfinex. Ноль 0,3%, 1,5%, и вот тут большое скопление покупок в районе 2%, 7%. Также у нас есть 0,28, 1,6% и 2,2%. HitBTC тут проснулась. Тоже большие покупки, большие продажи. Monero. — 202. Видите, да, 138 монет. Вот раз убрали. Ноль 1%, 0,1%, 0,4%, 1%. Так, что у нас с лентой сделок? Binance.
Возьмем Binance. Ну да, вот тут, в принципе, объемы. HitBTC. Вот, большие объемы на продажу. И большая вот тут накопление где-то в районе 179, правильно? 179. Ну вот 180, 646 монет. Тут тоже 202, 218, 219. Так, и последнюю смотрим. ZEC. Так, на Binance 184, 183 такие большие значения и 182 это волатильность 0.9. Сразу откроем сделку ордеров. HitBTC, да, и Binance. У нас все тут отмечены. Так что на HitBTC у нас большие лимиты стоят на 186, это 1,2%, уже 2,5%. Очень большие стаканы. Поверьте, на каждую, чтобы разобрать каждую монету, очень надо много потратить времени, нужно начертить графики, нужно понимать, как меняются ордера, покупка, очень много времени. Поэтому всю механику вам нужно делать самим. Так, и можно было показать еще в режиме статистики примерную волатильность на день. То есть вот ожидаемая волатильность за вот 8% на BTC, биткоине у нас стоят. То есть вот эта волатильность отсюда до сюда, это вот как раз 6,5%. В случае, если цена пойдет вниз, мы должны тогда дойти до 46, но это не значит, что мы сегодня и дойдем. Вот. История волатильности валюты. Вот вчера 22%, это рекордные 22%. В основном вы видели, да, 2, 3, 4, 5. И вот бывают такие приколы, когда такое происходит. Всегда ставьте стопы на фьючерсах, если вы торгуете. Будьте готовы потерять свои деньги, потому что фьючерсы это настолько опасная вещь, особенно для новичков, которые желают получить большие проценты. И потом оказывается в том, что один неправильный трейд, и все, что они заработали тяжелым там трудом, они все теряют. Поэтому помните, что если вы будете правильно распоряжаться деньгами, в плане не вкладывать все в одну, а покупать частями некоторые криптовалюты, и то покупать, если вы будете покупать на хаях, как говорят, тогда, когда криптовалюта выросла, то, скорее всего, нужно вам, и не скорее всего, оставить стопы, в случае чего, если пойдет цена не туда. Вот. Но если вы будете покупать в этом районе или в этом районе, когда цена уже как-то, но скорректировалась, видите, то в таком случае вы в основном всегда будете хоть в каком-то, но профите, понимаете, да? То есть цена после этого все равно пошла вверх. Вот, и вот как раз вот когда она уже вышла на какие-то свои уровни
поддержки сопротивления, там, да, когда она там вот проторговку имела в этом уровне, то здесь, понятно, если вы видите график, можно, это дневной график, можно купить, да, продать, купить, продать. Но это все нужно видеть. Некоторые предпочитают, да, вот видите, линия поддержки или линия глобального тренда, который мы вчера пробили. Я вам рассказывал про свое видение монеты. Некоторые просто работают от как раз этой линии. Здесь выставляют. Понятно, что здесь мы могли не увидеть, когда она коснется, да, там есть нюансы. Но, допустим, вот здесь мы могли выставить раз лимитные покупки, 2, 3, да, и цена после того, как не пробила этот уровень, мы пошли вверх. В этом случае тоже такая же ситуация, у нас тоже тут локальный нисходящий канал был, и мы могли с него выйти также вниз, потому что несколько раз оно скапливалось, такой вот интенсивность скопления покупок и продаж в этой зоне возле нижней границы восходящего канала. Вот. Но в этом случае, как вы видите, у нас было сильный такой, сильная, как сказать, в общем, пробили мы этот восходящий канал, и вот мы движемся в таком нисходящем канале, в котором есть свои уровни. Вот этот уровень, где там 52 тысячи или 54, то есть вот этот уровень нисходящего канала мы навряд ли можем пробить на данный момент, потому что вот мы восстановились, да, вот на меньших таймфреймах вы увидите, что есть елочка, ну не елочка, но в общем вот примерно такая ситуация, когда мы растем, и скоро будет на мелких таймфреймах вот такие вот коррекционные движения вниз. Вот. Если глобально смотреть, вы можете тоже смотреть на прошлый опыт, когда цена таким же образом, вот она, давайте посмотрим. Когда мы также вышли, видите, у нас тоже был восходящий канал, мы здесь пробили, и здесь цена опустилась очень сильно, да, и потом она восстановилась, и вот как раз началось дальнейшее падение, вот, или вот здесь, да, видите, сквиз, выкупание, тут, то есть у нас зеленая свеча, но вот эту линию, которую мы проведем, мы до сих пор ее не пробили, то есть была какая-то проторговка, снижение, проторговка, и вот только через там месяц, да, торгов, вот только мы пошли вверх, 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 и у нас уже появилась некая такая восходящий канал некий, с которого мы опять вот сквизанули вниз, то есть пробили вот это правило, да. Так, и спасибо за то, что вы нас смотрите еще раз. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группы телеграм-канала, подписывайтесь на разные... В общем, главное, подпишитесь, поставьте лайк, и дальше вы будете получать информацию, вот как вы сейчас получаете. У нас есть закрытая группа, также в телеграм-канале, подробнее об этом вы можете узнать. Всем спасибо за просмотр, всем пока.